Это не дерево, это обычные яичные лотки. Из лотка вырезаю 10 ячеек. Из гофрокартона вырезаем основу по размеру 10 ячеек. Две боковые детали, высота 15 сантиметров. Оклеиваю малярной лентой. Верхнюю часть высоких боковин необходимо защитить малярной лентой с двух сторон. Высота бортика 6 сантиметров. Ребра закрепляем малярной лентой. Наношу не толстый слой массы папье-маше, пока только внутри короба. Я защитила эти выступающие части малярной лентой. Теперь они не размокнут. Здесь использую папье-маше из офисной резаной бумаги. Ссылка в описании. Подойдет любая другая масса папье-маше, с которой вы привыкли работать. В этом проекте я использовала два вида массы папье-маше, просто чтобы закончить остатки. Также покрываю дно и отправляю на просушку. Заготовка просохла не до конца, но можно продолжить работу. Здесь я использую папье-маше из картона от яичных лотков без клея ПВА. Эта масса очень пластичная, она хорошо выравнивается и не требует шлифовки после высыхания. По консистенции такое папье-маше напоминает бумажную глину. Коротко покажу рецепт. Лотки от яиц заливаем кипятком, измельчаем блендером, растворяем муку в холодной воде. Ставим на средний огонь. Добавляем клейстер в кипящую массу. Непрерывно помешивая, варим 10 минут. Снимаем с огня и снова блендер. Откидываем на дуршлаг. По мере надобности берем небольшое количество массы и добавляем пару ложек сухой финишной шпаклевки. Смазываем руки жирным кремом, так удобнее разглаживать поверхность. Даю заготовки немного подсохнуть, часа 2. Для птички каркас делаем из фольги. Фольгу удобно обминать ложкой. Покрываю той же массой папье-маше.
Создаем фактуру старого дерева. Секрет реализма в послойной окраске. Грунтуем темно-коричневой акриловой краской, так, чтобы краска попала во все углубления. Сушим и выделяем фактуру методом сухая кисть. Вот таким образом, поперек древесного волокна. Цвет светлый мокко. Внутри окрасила белой акриловой краской. Накладка из самозатвердевающей массы для лепки. Приклеиваю на клей ПВА. Птичек окрасила точно таким же способом. Когда все высохнет, наносим акриловый лак снаружи, также внутри. Акриловую краску разводим водой. Даю чуть подсохнуть и вытираю влажной тряпочкой. Финальный штрих – ручка-коряга с морского берега. Приклеиваю на универсальный клей. Магия декора из того, что под рукой. Напишите, нравится ли вам экостиль. Увидимся!